Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на удивительной кухне, и с вами я, Ольга. Сегодня я буду готовить голубцы по традиционному рецепту. Существует много рецептов приготовления голубцов, но обычный классический рецепт самый вкусный. Перво-наперво нужно правильно подобрать качан капусты. Он должен быть не слишком большой и не слишком жесткий, чтобы можно было легко отделить листья друг от друга. Удалив с качана верхние нетоварные листья, вырезаем аккуратно кочерышку. А тем временем в большой кастрюле кипятим воду. Подготовленный качан опускаем в кипящую воду вырезом вниз, чтобы хорошо пропарилась сердцевина, а затем легко отделились листья. Даем качану провариться минуты 3. Затем аккуратно его переворачиваем. Накалываем на большую вилку и начинаем снимать верхние листья. Как только листья перестают легко отделяться от качана, останавливаемся. Качан откладываем в сторону, а проваренные капустные листья достаем из воды. Выкладываем их на блюдо и даем им остыть. А качан снова опускаем в кипяток и так повторяем процедуру, пока все ровные листья, пригодные для голубцов, будут сняты. Рис для голубцов не отвариваем, а заливаем кипятком и добавляем соли. Когда капустные листья остынут, срезаем у них центральную твердую прожилку. Листья для голубцов готовы. Приступим к приготовлению фарша. Берем говяжий и свиной фарш. В соответствии 2 к 1. 2 части говяжьего и 1 часть свиного. Добавляем перекрученный репчатый лук, соль, перец и тщательно вымешиваем фарш. Затем добавляем хорошо промытый рис, который постоял в горячей воде минут 20. И снова перемешиваем. Фарш готов, листья готовы. Приступаем к формированию голубцов. Смочив стол и руки водой, начинаем порционно делить фарш. И делать из них котлетки. Берем проваренный и подготовленный лист капусты, кладем на один край подготовленную котлетку и заворачиваем конвертиком. Если капустный лист слишком большой, его можно разрезать пополам. И так заворачиваем все голубцы. На сковороду наливаем немного растительного масла, выкладываем голубцы и слегка обжариваем их с 2 сторон. Дно кастрюли застилаем капустными листочками. И обжаренные голубцы плотно выкладываем в кастрюлю. Стараемся положить швом вниз. Лук нарезаем кубиками. Морковь трем на крупной терке.
И все обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Добавляем в кастрюлю с голубцами обжаренные овощи, сметану, томатный соус, соль, сахар. Наливаем воды так, чтобы она покрывала все голубцы. И сверху ставим небольшой груз. Я использую тарелку. Накрываем крышкой и доводим до кипения. Затем убавляем огонь и тушим на медленном огне часа полтора-два. Чем дольше тушатся голубцы, тем они вкуснее и нежнее. Капуста становится полностью мягкой, начинка вкусной и сочной. Вот и все. Голубцы готовы. Приготовление голубцов очень хлопотное и трудоемкое дело, но это того стоит. В результате получается ароматное, аппетитное, безумно вкусное блюдо, которое не оставит равнодушным никого. Я всегда делаю большое количество голубцов. Часть отправляю сразу в кастрюлю, а часть как полуфабрикат на заморозку. Это очень-очень удобно. Вот и все. Спасибо, что посмотрели мой ролик до конца. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. С вами была Ольга. До новых встреч на удивительной кухне.